Почти все молодые мамы сталкиваются с тем, что у их малышей после употребления определенных продуктов возникает на щечках диатез. Давайте сегодня поговорим о причинах возникновения диатеза и способах борьбы с ним. Здравствуйте, мои хорошие! Медицина не рассматривает диатез как заболевание. Скорее, это ответная реакция организма на различные внешние раздражители. Проявление диатеза на щечках ребенка можно назвать первым звоночком, предупреждающим о склонности к развитию серьезных болезней. Да и само слово «диатез» переводится с древнегреческого как «предрасположение». В настоящий момент медициной выявлено более 10 видов диатеза, самым распространенным из которых можно по праву считать эксудативно-катаральный или аллергический диатез. А многим молодым мамам этот вид диатеза еще известен под названием болезнь красных щек. Проявление данного вида диатеза свидетельствует нам о наличии у ребенка предрасположенности к развитию воспалительных или аллергических заболеваний. Именно этому виду диатеза мы и уделим особое внимание в сегодняшнем разговоре. Самым распространенным признаком аллергического диатеза считается дерматит кожи, проявляющийся в виде ярко-красных пятен на щечках ребенка. Однако это не единственный симптом, который должен насторожить родителей. Еще до появления дерматита о начинающихся неполадках в организме могут свидетельствовать продолжающиеся достаточно долго опрелости и обильная потница, которые возникают вновь и вновь, несмотря на соблюдение гигиенических процедур, таких как регулярное купание и переодевание. На волосистой части головы образуются желто-серые шелушащиеся корочки. Следующими признаками развивающегося диатеза становятся появление красных пятен и сыпи на разных участках кожи. Щеки малыша приобретают красный цвет. Периодически покрываются чешуйками, которые с течением времени начинают шелушиться, а затем мокнуть. Ребенок становится вялым и раздражительным. У него понижается аппетит, нарушается сон. Со стороны органов пищеварения наблюдается нарушение стула, запор или диарея. Язык приобретает причудливую окраску, именуемую в медицине географическим языком. В некоторых случаях возможно развитие воспаления органов зрения, носа, миндалин, глотки и гортани. Что же служит причиной развития диатеза? Дело в том, что детский организм очень чувствителен к воздействиям внешней среды. Поэтому его возникновение напрямую связано с веществами-аллергенами, которые контактируют с ребенком. Аллергены проникают в организм человека одним из 3 путей – дыхательным, пыль, шерсть домашних животных, аэрозоли, контактным, одежда, постельное белье, игрушки, плохое качество воды для купания, и наиболее часто встречающимся пищевым, который подразумевает под собой не только проникновение аллергенов с пищей во время кормления ребенка, но и прием отдельных групп лекарственных препаратов, а также неправильное питание будущей матери еще в ходе беременности. Немаловажное значение в развитии диатеза имеет и наследственная предрасположенность, особенно если в семье есть люди, страдающие аллергией. Спровоцировать обострение диатеза может дисбактериоз кишечника, проведение прививок и даже резкое изменение погоды. Поэтому, чтобы выявить аллерген, скорректировать рацион питания и составить правильный план лечения, родителям при возникновении первых признаков диатеза следует обратиться за консультацией к своему лечащему педиатру. В народе бытует мнение, что для избавления от диатеза достаточно нанести мазь или сделать несколько лечебных примочек на пораженные участки кожи. Но, к большому сожалению, это далеко не так. Лечение диатеза должно быть комплексным, ведь в его основе лежат проблемы, находящиеся не снаружи, а внутри организма. В противном случае, в будущем, у ребенка не исключено развитие таких патологий, как пищевая аллергия или хронические заболевания кожи, нейродермит, псориаз и так далее. А в легких случаях, чтобы избавиться от диатеза, достаточно определить аллерген и исключить его влияние.
Например, если аллергеном выступает шерсть животных, достаточно удалить из жилого помещения домашнего питомца, и уже через месяц все проявления диатеза сойдут на нет. Однако бывает и так, что выявление аллергена занимает достаточно продолжительное время. В этом случае лечение складывается из 3 основополагающих пунктов: гипоаллергенная диета, антигистаминная терапия, применение препаратов, борющихся с аллергическими проявлениями, и местное лечение. Из рациона кормящей матери или непосредственно из меню ребенка удаляются все продукты, способные спровоцировать аллергию: яичные желтки, мясные и куриные бульоны, мед, фрукты, цитрусовые, персики, абрикосы, дыня, красные и оранжевые ягоды, бобовые, молоко и сметана, морепродукты, грибы, орехи, сладости, продукты, содержащие какао, соленья, специи и приправы. Разрешается кушать отварную говядину, вегетарианские и крупяные супы, каши, кисломолочные продукты, хлеб с отрубями, фрукты и овощи, не вызывающие аллергии. Детям, находящимся на смешанном и искусственном вскармливании, максимально сокращают поступление белка коровьего молока. Целесообразно поменять смесь для питания. Возможно, в той, что используете вы, присутствует большое количество сахара. В дальнейшем новые блюда следует вводить в прикорм осторожно, в малых количествах, тщательно отслеживая реакции организма малыша на них. Для того, чтобы быстрее выявить пищевой аллерген, вызывающий диатез, заведите пищевой дневник, в котором фиксируйте, когда, что и сколько вы съели за день. Медикаментозную терапию назначает исключительно врач. Не занимайтесь самолечением. Бесконтрольный прием лекарственных средств может привести к довольно печальным последствиям. А также следует пристальное внимание уделить правильному уходу за пораженной кожей. Для обработки образующихся корочек используют ванночки с чистотелом, корой дуба, чередой или марганцовкой. Корочки на волосистой части головы рекомендуется обрабатывать любым растительным маслом и аккуратно вычесывать после купания редким гребнем. Если в очагах поражения кожи присоединяется бактериальная инфекция, то применяются мази и отвары, оказывающие антибактериальное действие. Отвары ромашки и череды обладают универсальным противовоспалительным и заживляющим действием. Но не переусердствуйте. Длительное применение трав тоже может вызвать аллергическую реакцию. Для облегчения местных симптомов врач может назначить лекарства, снимающие зуд. Физиотерапия, а именно ультрафиолетовое облучение, используется как дополнение к основному лечению. Помимо перечисленного выше лечения, ребенку также будет полезно пройти курс витаминотерапии. Если говорить о профилактике диатезов, то ее следует начинать с установки правильного питания матери как в ходе беременности, так и в процессе грудного вскармливания. Питание ребенка тоже должно быть адекватным и соответствовать возрасту малыша. Следует тщательно ухаживать за кожей карапуза, стирать детские вещи только специальным порошком, не допускать скопления пыли в жилом помещении, закалять и укреплять иммунитет растущего чада. В случаях подозрения на развивающийся диатез без промедления обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью. Не забывайте, диатез у детей – первый сигнал о начинающихся неполадках в организме, поэтому лечить его нужно своевременно и грамотно. Заходите в сообщество ВКонтакте, там всегда интересно и полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!